Привіт, мене звати Поліна. Я приїхала з України, з Києва. Стіпрускарту «Сильні разом» спільною страховою компанією «Літовоздрав-Дімас» автоматично страхує всіх українських дітей, які прибули до Литви особистим страхуванням. Додатково нічого робити не потрібно, а в разі настання нещасного випадку батькам або опікунам потрібно звернутися до страхової компанії «Літовоздрав-Дімас». Hello! З вами Карина Чернявська, і зараз ви дивитеся «Тримайтесь там». Всім цьомки-обіймашки, я веду програму з Литви, а отже ще й свіки, що по-литовськи означає «доброго дня». Нещодавно я почала вивчати литовську мову. Вона, звичайно, для мене поки що дуже складна, але водночас дуже дивовижна. Наприклад, слово «няша» означає «несимпатична дівчина», а перекладається як «несе». Куртаве няша. От куди тебе несе? А слово «сука» литовською – це не президент Росії. Уявляєте? А от звичайне слово «крутить». Сука прота. Крутить мізки. Так що уважу я, що перекладається як «поїхали». Эта неделя для рашистов была очень жаркой. Аккурат после Пасхи в Брянске на территории нефтебазы «Дружба» произошел крупный пожар. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. То ли слишком много пасхальных свечей поставили Кирилл с Володей, то ли благодатный огонь сошел на землю не только в Иерусалиме. Полыхало так, что мгновенно вспомнилась строчки детской песенки. Помните вот эту «Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг». Зато горит такая дружба, как надежда на крепкий курс российского рубля, как концертная деятельность Нурлана Сабурова в Америке, или как задница Соловьева, когда он думает о спокойном отдыхе на виллах в Италии. На этой неделе Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратило покушение на одного из известных отечественных тележурналистов. ФСБ заявили, что речь идет о Владимире, в рот которого положили пачку денег Соловьеве. Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Давайте честно. Назвать Соловьева журналистом – это примерно то же самое, что назвать Гитлера художником, Лукашенко демократом или патриарха Кирилла святым. Каждый из них очень старался. Но давайте честно, очень хреново. Владимир Соловьев лично разобрался в ситуации и рассказал в своей программе, кто хочет его убить. Итак, варианты ответа. Вариант А – водка и наркотики. Б – санкции. Вариант С – инопланетяне. И вариант Д – он сам себя хочет убить. Внимание, правильный ответ. Знаете, в этой ситуации меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. И поэтому, если со мной вдруг что-нибудь когда-нибудь где-нибудь случится, знаете, это заказ Зеленского. Если бы российских пропагандистов можно было бы заказывать, как в ресторане. Например, пожалуйста, можно мне Киселева средней прожарки, чтобы так подрумянился? Чуть-чуть соуса из шейнина и чего-то такого армянского. Тут как раз подойдет симоньян и киасаян. Чтобы я могла выбрать, сладость или гадость, и не отравиться. Так ведь оно как-то так и получилось. ФСБ раскрыли детали задержания группы неонацистов и даже показала вещественные доказательства.
Обратите внимание на фотографию со вещдоками. Там есть все. Флаги со свастикой, книги, парики и даже 3 одинаковые компьютерные игры Sims. И даже неразборчивая подпись в книге. И это напоминает стих Маршака. Неонацисты сдавали в багаж игры Sims, алкоголь, саквояж, свастику, книгу, дневник и ярко-зеленый парик. Вот я одного не понимаю. Они что, собирались переодеться в женщин и пригласить Володю в компьютерный клуб? Хотя откуда нам знать пристрастие Соловьева? И если главный инструмент любого террориста – это компьютерная игра The Sims, мы предлагаем вам перечень компьютерных игр, которые помогут любому пропагандисту защитить себя от компьютерно-игровых киллеров. Итак, на 3-м месте нашего топа игра Pac-Man, главный герой которого – смелый журналист, который поглощает бюджетные деньги и пытается избежать санкций. На 2-м месте Супер Марио. Герой игры бегает по разным кабинетам и, несмотря на мухоморы и прочие препараты, находит женщину и строит замок в Геленджике или виллу в Италии. Ну и на 1-м месте игра Тетрис, задача которого освоить государственный бюджет. И сделать это так аккуратно и так лихо, чтобы количество денег тебя не придавило. И выживает главный герой. Это только потому, что заранее был осведомлен, с какой стороны на него готовилось нападение. А я сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. После начала войны расходы российского бюджета на государственную пропаганду выросли более чем в 3 раза. Вот для примера, в марте на российские СМИ госбюджет России выделил почти 12 миллиардов рублей. В то же время, в прошлом году, эта сумма была 5,5 миллиардов. И результаты не заставили себя долго ждать. Помимо ежедневных эпосов Владимира Соловьева, а также стенаний супругов Скобеевой и Попова, деньги начали вкладывать в обычные развлекательные передачи. А вы, простите, вот вы уехали из Донецка, вы сейчас где живете? В Санкт-Петербурге. Подарки от партии «Единая Россия» в студию. Вернитесь. Странно, что для участия не пригласили рашистских мародеров, которые могли бы сами принести в музей «Капитал-шоу» стиральные машины, собачьи будки, трусы и автомобиль. Но ведь в программе и сейчас предлагают отличные призы. Это от Мурманской области детям ДНР. Сертификат на отдых. Напитайтесь здоровьем, радостью. Откроете для себя мир северных чудес. Будем общаться, будем дружить. Вместе на севере жить. Видимо, каждый россиянин теперь сможет отдыхать на турбазах Мурманской области, так как в Европе их не ждут. Да и денег нет. Ничего, пусть держится. Не полем единым живет российское телевидение. Например, представьте программу «Давай поженимся», где в роли жениха представитель президиума партии «Единая Россия». А в качестве сюрприза искрометный танец, прославляющий наступление российских войск. КВН все, перестает быть веселым и находчивым. Теперь его расшифровывают как «Клуб всероссийских нардепов». Депутаты делятся на команды и участвуют в конкурсах, соревнуются, кто пообещает людям больше. Конечно же, в песнях, стихах и пантомимах. Выполнять обещания по условиям нового КВН не обязательно. Программы «Человек и закон» и «Что, где, когда» мы объединяем. И там все просто. Граждан, не согласных со спецоперацией, судят в прямом эфире, показывая, что с вами будет, где вы окажетесь, и останется лишь один вопрос. Когда вас выпустят? В битве экстрасенсов российские эксперты пытаются предсказать невозможную победу. Квартирный вопрос будет пытаться делать ремонт с помощью российских стройматериалов. 100 к 1 программа про курс рубля к доллару. В мире животных про будни российских вояк. А вот модный приговор становится сроком от 3 до 5 лет за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Ну и обязательная программа с религиозным оттенком «Слово пастыря». В программе рассказывают моменты из биографии российского президента. И при помощи Библии объясняется, что он все делает правильно. Ну, а в конце передачи пастырь может вести свое стадо на убой. Ну, в принципе, что он и делает. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Знаем мы, какой у него план и какие у него таблеточки. Без таблеток и остальных веществ план не подействует. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что в России настало время возможностей для молодежи. Стоит отметить, что самому Сергею Владиленовичу 59 лет. И это ему дает полное право говорить о молодежи, так как остальные молодчаки, немного старше, вот, например, Путину, ему 69 лет, Патрушеву 70, Бортникову 70, Матвиенко 73, у Шойгу тоже молоко на губах не обсохло, 66. Знаете, такой молодой, а уже с инфарктом. Беречь себя надо, Сергей Кужугетович. Нет, согласитесь, с таким клубом молодых сердец можно организовать любое молодежное движение, любое начинание. Например, снять серию «Зова джунглей», где вечером в среду после обеда хищники гоняются за костью. Или создать ремейк сериала «Эллен и ребята». Только вместо Эллен будет Валентина Матвиенко, которая всю серию будет удивляться, почему, как это в России не производят гвоздей? А можно очередную серию Ералаша снять, где Сережа 3 недели прогуливает заседание правительства, а ребята его прикрывают, ведь Ералаш — это ведь комедия. Впрочем, как и эта рашистская молодежь. Ну и, в принципе, все ее действия. В Беларуси задержали 35 врачей-ортопедов, которые, по утверждению Александра Лукашенко, получали взятки из-за рубежа за установку импортных протезов пациентов. При этом Лукашенко заявил, что надо устанавливать отечественные белорусские протезы. А кто, если не он, напрямую доказывает, что Беларусью управляет отличный белорусский протез президента? В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. И в чем-то он прав. Во-первых, государство не зря вкладывало миллионы в деревообрабатывающее производство. Папа Карло из дерева человека сделал, вот что, белорусы ногу не смогут сделать. Во-вторых, в Беларуси много удобрений калия. Глядишь, и заново вырастет, не нужны будут протезы. О матери Коли Лукашенко до сих пор ничего не известно. Возможно, он тоже состоит из удобрений Лукашенко. Еще как вариант, любая бытовая техника, которая называется Минск, как протез, возможно, не подойдет. Зато будет очень патриотично, и судя по тому, как многие белорусские чиновники смотрят на своего президента, у них давно вместо головы холодильник Минск, а вместо мозгов морозильная камера. Александр Лукашенко также отметил, что среди задержанных есть и врач, консультировавший его самого. Мне страшно представить, в каком протезе нуждается Лукашенко. Возможно, ему, как в сказке «Волшебник изумрудного города», нужно все. Мозги, сердце, храбрость. Вот и ездит он на поклон в Сочи к великому Гудвину. Авось что-то да и подбросит. Или миллиард другой простит. Хотя я подозреваю, что все дело в том, что Лукашенко очень хочет идти в ногу со временем. А кто, как не ортопеды, могут в этом помочь? Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет. В правительстве РФ предложили ввозить телефоны Apple и автомобили Tesla в Россию без разрешения правообладателя. В список разрешенных для ввоза товаров попало свыше 50 групп товаров, более 200 брендов. Это вам не импортозамещение. Это настоящее пиратство. Это настоящие российские правительственные флибустеры, которые охотятся за чужим богатством. Там и клички пиратские подходят. Владимир Вольфович, юристов сын, ныне покойный пират, смешил всю команду, дрался со всеми, но в то же время делал довольно четкие предсказания, что поощрялось капитаном корабля. Дмитрий Анатольевич, сонный колпак.
Какое-то время был и о капитана, после чего ушел на покой. Время от времени появляется на палубе, но все время засыпает. Пиастров, как и влияния, у него нет, но он держится. Сергей Кужугетович. Тайга. Главная боевая единица судна. Правда, часто болеет и часто пропадает в лесах. Любит отдыхать с капитаном в лесу. Александр Григорьевич. 3%. Капитан дружественного, но зависящего от основного судна. Он уверен, что знает, как найти сокровища. Карту он потом покажет. Валентина Владимировна. Подлиза. Первая женщина-пиратка в открытом море. При любом капитане льстит и поддакивает. Кирилл по прозвищу Батя. Корабельный священник, считающий капитана олицетворением Бога на судне. А вот одно из любимых созданий капитана – это попугай Соловьев. Прославляет капитана, даже если думает, что это дрек. Ну, а пока его пираты грабят свой собственный корабль, Володя Воробей, недокапитан Володя Воробей смело ведет весь российский флот в светлое будущее. А теперь к постоянной рубрике «Арест недели». На этот раз арест произошел в Эстонии. Сотрудники правовых органов задержали судно, на котором обнаружено 3,5 тонны наркотических веществ. Страной назначения большой части контейнеров оказалась барабанная дробь Российская Федерация. 3,5 тонны. Знаете, теперь мне понятно, откуда у ребят получаются такие гениальные репортажи. В одном из домов по улице Метрополитская мы нашли, там был такой двухэтажный дом, и в украинское время, когда там была еще Украина, и стояли нацбаты, там базировалась организация нетрадиционных ориентаций, геев, лесбиянок, и всего остального, что там можно еще сюда приписать. Она напрямую финансировалась американской общественной организацией USAID. На этом доме есть табличка с полным указанием. Если обратить внимание, просто почитать относительно истории этой организации, то мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента Соединенных Штатов и Конгресса США. И напоследок. Недавно так называемый президент Беларуси Лукашенко рассказал удивительную для меня, как для украинки, вещь. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможном мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы, соли нет. Соли просять у нас. Знаєте, Олександре Григоровичу, у Литві люди, як і раніше, добрі та веселі. У магазинах, як і раніше, є сіль, є гречка. От що вам наснилося? То може на вас так сонячне затемнення діє? Я не знаю. І знаєте, що саме головне, Олександре? Вони вміють допомагати іншим, як і багато інших цивілізованих країн. Вони виходять на мітинги, на підтримку України, роблять шалені акції біля російського посольства. І їх за це не б'ють палицею і не арештовують. Зляться і матюкаються литовці, латиші, поляки тільки на вас і вашого хазяїна, посилаючи вам обом ті ж привіти, що й російському кораблю. А от благати і просити, як ви казали, це швидше за все ваша сфера діяльності. А ви згадайте, я от вам зараз покажу ваші зустрічі із Путіним. Зображати велику свободу, але бути залежним – це ваше хобі. А українці, литовці, поляки, латиші, естонці та багато інших знають, що таке свобода, і тому ми вміємо посміхатись. На цьому все. З вами була Каріночка Чернявська з литовського ютуб-батальйону по боротьбі з російським єбантизмом.
Тримайтесь там. До слідучої неділі з Андрісом. Слава Україні! Смерть ворогам! Чао!